Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала. С вами канал Эрика Берлин Deutschland. Хочу извиниться, я выбрала прекрасное место для съемок, но тем не менее немножко мешает. Вот здесь стоит машина, разгружает. И может быть это будет длиться долговато. Наверное, звук вы услышите, потому что я с микрофоном. Иногда побочные звуки очень сильно мешают. Но, к сожалению, я снимаю не дома или к радости. С другой стороны, дома, в такую погоду просто жалко снимать. Это можно и зимой сделать. Итак, мои дорогие друзья, я нашла очень хорошее видео, где немка присутствовала на 9 мая со своими друзьями, я думаю, русскоговорящими, хотя они говорят просто великолепно на немецком. И я уже говорила, когда снимала 9 мая, о том, что украинцы вывесили флаг. В конце концов, потом люди разобрались с ними, и они даже просили помощи, когда я ушла, у полиции. Но полиция не хотела разборки делать, потому что их достало это все. Я подходила, другие подходили, почему это можно, а советских флагов нельзя в такой день, 9 мая. Причем тут Украина в этот день. Это вообще другой совершенно разговор. И вот эта пожилая, видно, женщина подошла, и тоже, она тоже там, они были там, возлагали на цветы, немка, и потому что в этот день было действительно очень много немцев. Я уже говорила, особенно в Трептов парке, не только. Особенно из бывшего ГДР. Ясное дело, мы живем тут рядом, Бранденбург, все. В основном земли бывшей Восточной Германии, ГДР. И, ясное дело, приезжали в Берлин, конечно, не только из бывших восточных земель, но приезжали в Берлин, откуда только не приезжали. Это видно даже по моему видео. И она, видимо, подошла к этим людям, я так поняла, и спросила, что вообще, мол, делает ваш флаг. Но это не видно было в этом видео, но понятно, что она с ними стала разговаривать и спрашивать, что вы здесь вообще, мол, потеряли. И вот она просто отлично своими простыми словами сказала ее мнение. У нее была поддержка, и когда ей сказали, это вот только ваше мнение, она сказала, нет, это не мнение, это факты. И мне это видео просто очень понравилось. Я хочу разделить это и сказать пару слов об этом видео. Москаль? Кто был в 2014 году? Кто воспользовался ситуацией? Что вы хотите вообще? Украину в 2014 году, Донбасс, полностью бомбардировали самолетами. Потом вот эти, которые говорили «москаль», говорят на немецком, что это ваше мнение. И мужчина поддерживает эту женщину, и на немецком. Это настоящая немка, у нее очень хороший немецкий, у нас, коренная немка. И он отвечает «нет». То есть они говорят, которые против России и против правды, а говорят, это только ваше мнение. И мужчина на немецком отвечает «нет». Это не наше мнение, это факт, подтвержденный факт. И они говорят, то, что вы утверждаете, это ложь. Посмотрите немецкую Википедию. Дети, которых убивали в Донецке, где 67 человек, которые подошли в доме профсоюзов в Одессе. Вы думаете, немцы, которые хотят знать действительно, почему дошло до этой войны, не интересуются, они не знают, что происходило в 2014 году, что происходило на Донбассе, что происходило на Майдане, как поджигали, даже многие знают, как поджигали Дом профсоюза в Одессе. И потом эта немка сказала, вы только, ваша Украина, с помощью Хрущева появились вообще. Я почти уверена, что это видео мне не разрешат, я немножко его уменьшу, потому что там есть ругательство, я не могу себе этого позволить, друзья. Я перевела основное, то, что народ даже в Германии говорит. И самое главное, друзья, меня это восхищает, что в то время, как на Украине запрещено все, в Германии немцы даже подходят тем, кто вывешивает эти флаги, и возмущаются. Все не переводила, только частично, потому что меня могут закрыть, и там она немножечко выяснили отношения.
И YouTube это не любит, и так уже тяжело выставлять друзья. И поэтому, что могла, перевела. Но факт есть факт, что люди, даже немцы не понимают, что потеряли вот такие провокаторы с украинским флагом в этот день. И поверьте мне, и в маленьких городах возлагают цветы, и где только не возлагают цветы. В то же самое время на Украине у меня есть одно видео, оно, кстати, очень распространили его на YouTube, и украинцы его тоже распространили как очень под названием, мол, что делает это русское ТТТ вообще здесь, мол, вы можете представить, это просто, я надеюсь, если не смогу выставить это видео, значит, я только фотографию вам выставлю. Может быть, вы уже видели это видео. Это просто для меня, ну, ужас. У нее было разрешение, и полиция, это такой просто, для меня это беспредел. Полиция, женщину пожилую. А самое ужасное, как украинцы выставили это видео под названием, что, мол, сумасшедшие и так далее и тому подобное. Это просто беспредел, что творится, я считаю, друзья. Мы организация, утвержденная Минюстом Украины, быть с правом ношения формы и наград. Савченко Галина Петровна, лейтенант Всеукраинского союза советских офицеров. Я член этой организации. Я вас зрозумів, вас зараз знаходиться на вас Я не знаю, кто вам запрещает, я заборонена не знаю. символіка. Припиніть правопорушення. Припиніть. Я не нарушаю, я еще раз говорю. Мы зарегистрированная Минюстом Украины организация с правом ношения формы Прийміть, и будь ласка, наград. кокарду. Я не знаю, покажите мне, кто запрещает пилотку. Какая дикость. Я повторяю, мы Всеукраинский союз советских офицеров, организация, зарегистрированная, когда это поколение победу Почуйте одержало. нас, вона Вас заборонена що в на Україні. свете не было? Почуйте, бо з нас. Вона заборонена в На Україні. свете вас не было, когда наши отцы разгромили фашистов. Ви почуйте нас. Знаходиться символіка. Вы знаете, Символику что просто снимите и вы будьте здесь дальше. ходите благодаря Пожалуйста, вы тому, не что втручайтесь. А вы победили, не понимаете, втручайтесь. 30 Є закон, його миллионов треба погибло. виконувати. Зараз учасники поліції поїдуть, якщо не припинити правопорушення. Припиніть, будь ласка, правопорушення, вас ніхто не буде зупиняти. Если даже, значит, на той территории, где проходили военные действия Второй мировой войны, где воевали украинские тоже солдаты, были такие, сами знаете, и Бандеры были, и это были, и те. Но многие погибли, украинские солдаты. Я говорю советские солдаты, ну, в них по национальности много было тоже украинцев, которые воевали, знаю, от своего деда. И, значит, на этой территории им нельзя поддержать, все переписывать, эта история, поддержать 9 мая цветами, памятью нельзя поддержать. И беспредел творят полиция. У нас тоже полиция не все разрешала, но не таким хамским методом, не таким. У них даже сочувствия на лицах были. А то, что вытворяют на Украине, это просто, я не знаю, у меня нет слов. Хотя во всем мире чтят память. 9 мая народы, которые не участвовали, даже их деды не все участвовали, бабки не участвовали, все не участвовали в этой войне. Как это? Что творится на Украине? Народ Украины зомбирует фальшивой пропагандой, фальшивой историей. Я все время повторяю, они стремятся как бы в Европу, Евросоюз. А у нас разрешают празднование, значит, а там нет. Как это там? Это что получается? Почему политики европейских стран допустили до этого? Почему развивается на Украине? Почему люди не имеют выбора совершенно, а им надо только делать то, что от них им приказывают? У нас тоже сейчас уже нет демократии, такой, какая была раньше, и свободы слова. Я вижу уже по каналам нашим. Но, тем не менее,
Тем не менее, море цветов около памятников. И в маленьких, больших городах, везде, даже в деревнях, где проводили, есть братские могилы. Почему европейские политики смотрят в сторону, не смотрят, что происходит сейчас вообще на Украине? Почему они поддерживают факт? Почему они разрешают переписывать историю? Эту пожилую женщину украинские каналы назвали русской ватницей. Вы можете пожилого человека. У них нет даже респекта. Я вижу, когда они приходят на мой канал, одни только оскорбления. Они по-другому не могут, понимаете? Это просто творится какая-то жесть. Это уже 3-й год войны. И эти люди ничего не понимают. Как это можно не понимать, что вас же истребляют тоже? Вы поддерживаете эту власть, а вас истребляют. До последнего особенно истребляют. Людей приграничных с Россией. А почему приграничные? Потому что они знают, их отправляют в основном первыми на фронт, мобилизацию производят. Это происходит потому, что они боятся власти Украины, что эти территории приграничные будут русскими, российскими. И они боятся, что люди присоединятся, ясное дело, к России. И для того, чтобы они не присоединились, отправляют на фронт, истребляют свой собственный народ, вы понимаете? А эти люди никогда в жизни не держали оружие в руках, а их заставляют плеткой. Как это? Истребление своего собственного народа происходит. И вот многие украинцы до сих пор этого не поняли, что происходит в их стране. И поддерживают эту власть, которая... Ладно уже, мы не говорим о России. Ладно уже, мы говорим о 9 мая. О памяти ваших же дедов. Ну, прадедов. Но они истребляют ваших же людей. И на это сквозь пальцы смотрят европейские страны. Нельзя мне говорить эти слова. Тогда они поддерживают то, что европейские. Они просто поддерживают, что происходит там. Волки в овечьей шкуре под видом, что они борются за свободу Украины. И что им так жалко украинский народ. А сами потакают, чтобы народ истребляли. Это же ужасно. Дорогие друзья, заходите на мои видео. Очень много выставляю, очень много работаю. Желаю вам прекрасного дня от сердца, от души. Всегда делаю с души. Всего вам доброго. Пока.